Теософия – это духовное движение, возникшее в конце XIX века, которое объединяет идеи восточных и западных учений о природе духовной реальности, человеке и его месте во Вселенной. В рамках теософии вопрос смерти рассматривается как важный этап духовного развития и перехода души в другую форму существования. Отношение теософии к смерти. Духовный переход и реинкарнация. Центральная концепция в теософии является идея реинкарнации, многократных воплощений души в разных телах с целью духовного совершенствования. Смерть считается не концом, а переходом в следующую жизнь, уровни которой зависят от кармических заслуг и уроков, усвоенных в предыдущих воплощениях. В этом контексте смерть воспринимается как временное явление, часть бесконечного цикла рождения, жизни и смерти. В учениях теософии подчеркивается различие между материальным телом и духовной сущностью, душой. Смерть – это отделение души от физического тела. После физической смерти душа отправляется в другие уровни существования, где проходит определенное обучение и подготовку к следующему воплощению. Теософия учит, что через осознанное понимание смерти и процесса реинкарнации человек может ускорить свое духовное развитие и достичь более высокого уровня сознания, наконец освободившись от цикла перерождений, мокша или освобождения. Учение учителей теософов содержит рекомендации по подготовке к смерти, практики, медитации, развития осознанности и очищения внутреннего «я» с целью облегчения перехода и уменьшения страдания. Елена Блаватская, основательница теософского движения, или что еще можно назвать эзотерической философией. Она подробно изучала природу души, тонкоматериальные уровни существования и роль смерти как важного этапа в духовной эволюции. Она рассматривала смерть как освобождение от материальных ограничений и переход к высшим уровням бытия, а также подчеркивала важность духовного знания для безболезненного перехода. Таким образом, в теософии смерть – это не финал, а естественный и важный этап духовного пути, связанный с продолжением развития души через циклы реинкарнации. Основные идеи об этом были развиты такими выдающимися учителями и философами, как Елена Блаватская, Гюстав Хьогрен, Мариан Дюпарк-дю-Живрё, Альба Вулси, Георгий Гурджиев и другие, которые подчеркивали необходимость внутренней работы и знания для осознанного перехода в новые уровни бытия. Густав Хьогрен, один из основателей теософского движения в Швеции, активно рассматривал темы смерти с точки зрения духовного прогрессирования и реинкарнации. Мариан Дюпарк-дю-Живрё, мадемуазель Хаджит, в своих учениях подчеркивала роль обучения и повышения уровня сознания в понимании и подготовке к смерти. Альба Вулси, теософка и писательница, изучавшая вопросы жизни после смерти, разъясняла концепции тонкого мира и необходимости развития внутренней интуиции для понимания смерти. Георгий Гурджиев. Хотя он не был фиксированным теософом, его учения пересекаются с идеями духовного развития и понимания смерти как перехода. Он подчеркивал важность внутренней работы для осознания жизни и смерти.
В своих работах он говорил о необходимости духовного пробуждения, которое включает осознание непостоянства физической жизни и важности внутренней трансформации. Восточные учения, которые возникли задолго до того, как зародилась западная цивилизация, начали проникать в западную культуру в конце XVIII века. Это относится, конечно, в первую очередь к индийской, китайской, тибетским, древним учениям. Основное влияние на учение Елены Блаватской оказали буддийские учения, а также древнеиндийская философия и эзотерические традиции. В частности, Блаватская активно использовала идеи и концепции буддийской тройственности, кармы, реинкарнации, а также заимствовала элементы из индуистской и египетской эзотерики. Однако в ее учении также присутствовали значительные воздействия современных на тот период мистических и оккультных учений, таких как теософия, каббала, астрология и другие эзотерические системы. Блаватская интегрировала эти идеи, создавая синкретическую систему, объединяющую восточные и западные эзотерические традиции. Можно сказать, что буддистские и индийские идеи имели фундаментальное влияние, потому что они заложили основу для понимания космических законов, кармы и духовного развития в ее учении. В то же время современная мистическая и оккультная среда, а также влияние других эзотерических учений того времени сыграли важную роль в формировании конкретных аспектов ее теософии. Если говорить кратко, завоевание и развитие ее учения произошло на пересечении восточной философии и современного оккультного знания. Блаватская представляет смерть как сквозной путь или лестницу, по которой душа поднимается к более высоким уровням существования. Она пишет о том, что после физической смерти сознание духа выходит из тела и начинает путешествие по тонким планам или уровням после жизни. Многослойность миров. Она говорит о том, что после смерти душа попадает в промежуточные состояния, планеты или сферы, где ее ожидает восприятие своего духовного состояния и подготовка к следующему воплощению или времени пребывания в высших мирах. Роль кармы. Блаватская акцентирует, что процесс перехода подчинен законам кармы. В зависимости от накопленного духовного опыта и заслуг, уровень и сроки перехода могут меняться, и именно они определяют, в каких сферах и как долго душа пребудет. Касты и уровни. Она указывает, что после смерти душа может находиться в различных состояниях в зависимости от уровня развития, от могилы до более высоких духовных планов. Высшие духи достигают более высших миров, а низшие могут оставаться в состоянии страдания или дезориентации в промежуточных слоях. Елена Блаватская в своих работах, особенно в «Тайной доктрине», рассматривает смерть как естественный и важный переход, не как конец, а как переход к иной форме бытия. Она подчеркивает, что смерть – это не разрушение личности, а переход духа из физического тела в духовные сферы, что соответствует древним эзотерическим учениям и ведическим традициям. Вот цитаты из труда Елены Блаватской «Тайная доктрина», в которой рассматриваются темы реинкарнации и перехода после смерти. О реинкарнации. Вечная душа, атман, многократно воплощается в материи, переходя через циклы рождения и смерти,
пока не достигнет полной самореализации. Вот что она пишет о переходе после смерти. После смерти человеческая духовная часть, дыхание жизни, кварта, возвращается в один из 6 космических тотемов, а затем, в соответствии с кармой, вновь воплощается на Земле. Вот что Блаватская пишет о промежуточных состояниях. На промежуточных ступенях между смертью и новым рождением человек пребывает в состояниях, которые зависят от его внутренней эволюции и кармического баланса. Эти цитаты дают общее представление о взглядах Блаватской на реинкарнацию и переход души после смерти. В целом, ее учение подчеркивает циклическую природу жизни и важность духовного развития. В учениях Елены Блаватской и других древних традициях иногда используют концепции, что смерть – это не окончание существования, а лишь переход или трансформация. В таких учениях слово «смерть» могут заменять на другие понятия, например, перевоплощение, переход, конверсия, как смена формы, восхождение, внутреннее пробуждение, возвращение к источнику. Если в древних учениях подразумевается, что смерти как таковой нет, то особое внимание уделяется идее, что душа или сознание продолжает существовать и проходит через циклы перерождения или иной формы существования. Поэтому вместо слова «смерть» используют термин, подчеркивающий продолжение жизни, изменение формы или состояние перехода. Например, в египетской предпочтение отдавалось понятиям, связанным с перерождением и вечной жизнью, а в индуизме и буддизме – идеи освобождения или нирваны, что подразумевает освобождение от цепи рождения и смерти. Таким образом, в этих традициях слово «смерть» часто заменяют более духовно наполненными понятиями, отражающими веру в непрерывность существования за пределами физической формы. Вот что Елена Блаватская писала о подготовке к смерти. Первое. Духовная работа и развитие. Блаватская советует постоянно работать над собой, развивая разум, сердце и дух. Чем выше уровень развития личности, тем более спокойно и достойно пройдет переход. Второе. Медитации и духовные практики. Практики концентрации, медитации, аффирмации помогают очистить сознание, укрепить дух и подготовиться к смерти, воспринимая ее как естественный ключ к более высоким состояниям. Третье. Понимание и принятие закона кармы. Понимание законов кармы и жизни после смерти стимулирует человека к нравственному и духовному развитию, способствует смирению и подготовке к переходу. Четвертое. Умеренность и гармония. Жить в гармонии с собой и окружающим миром, избегая страстей, негативных чувств и поступков. Важнейшая подготовка к безболезненному переходу. Пятое. Обучение у духовных учителей. Блаватская рекомендует изучать духовное учение, читать священные писания и поддерживать связь с духовными наставниками для понимания сути жизни и смерти. Шестое. Эхо прошлых жизней. Осознанность
И кармическая работа помогает снизить негативное влияние прошлых ошибок, облегчая переход и способствуя более гармоничному наступлению следующего этапа. Таким образом, Блаватская подчеркивает, что смерть – это не трагедия, а важный этап эволюции души, и подготовка к ней включает развитие внутренней духовной силы, понимание вышеупомянутых законов и гармоничный образ жизни. Чем более человек духовно развит, тем легче он воспринимает смерть и проходит через нее с достоинством и покоем.